Добрый день, гости нашего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами видео, в котором я буду вязать вот такие тапочки домашние. Идею я взяла из интернета. Мне понравилась сама задумка и решила попробовать сделать. Начнем. Вяжем 3. Для начала вяжем 6 воздушных метель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И замыкаем их в кольцо. Замкнули. Делаем 3 воздушные петли. 2, 3. Далее вяжем столбик с 2 накидами. Раз, два. Снова вяжем столбик с 2 накидами. Раз, два. Таких столбиков с 2 накидами нам надо будет 18 штук в кольцо по кругу. 17 мы провяжем столбиков с 2 накидами, а 18 у нас будет наши подъемные петли. 3 воздушные петли подъема, они же будут у нас считаться за столбик с 2 накидами. Итак, продолжаем вязать. Я довязала наш последний 18 столбик с 2 накидами, и мы посчитаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Делаем соединительную петлю и переходим к нашему второму ряду. Второй ряд у нас будет состоять из пышных столбиков. Пышный столбик состоит из 3 петель с 1 накидом. Мы будем провязывать пышный столбик между каждым нашим столбиком с 2 накидами. Первый пышный столбик у нас будет состоять из 2 воздушных петель подъема. Раз, два. 1 столбик с накидом и еще 1 столбик с 1 накидом. Соединяем и провязываем 1 воздушную петлю. Переходим к следующей арочке. Здесь мы провязываем 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Снова делаем соединение и провязываем 1 воздушную петлю. И так будем продолжать до конца нашего ряда. В каждую арочку мы будем провязывать по 3 столбика с 1 накидом. Раз, два, 3. Делаем соединение и воздушную петлю. Мы дошли практически до конца нашего ряда. Нам осталось провязать последний наш пышный столбик под арку. Раз, два, 3. Соединяем. 1 воздушная петля. И делаем соединительную петлю. Следующий ряд у нас будет состоять из арок, из 3 воздушных петлей в вершинку каждого пышного столбика. Вяжем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И
вводим вершину нашего пышного столбика. Провязываем столбик без накида. Снова делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вводим в вершину нашего пышного столбика и провязываем столбик без накида. Так мы вяжем до конца нашего ряда. По 3 воздушные петли в вершину каждого нашего пышного столбика. Я дошла почти до края нашего ряда. Мне осталось связать последнюю арку из 3 воздушных петель и соединительная петля. Следующий ряд мы будем вязать таким образом. У нас также из каждой арки будет выходить по 3 столбика с одним накидом, только мы будем провязывать наши столбики с накидом не под арочку, как мы это делали в предыдущем ряду, вот таким вот образом, а именно в каждую воздушную петлю. Их у нас по 3 штуки в каждой арке. Делаем 2 воздушные петли подъема. Это у нас будет в первом нашем столбике одним из 3. Дальше столбик с одним накидом. Вводим крючок в воздушную петлю. Провязываем. Снова столбик с одним накидом. В воздушную петлю. Провязываем. Соединяем. И вяжем 2 воздушные петли. 1, 2. Переходим к следующей арке. Снова столбик с одним накидом в воздушную петлю, второй столбик с накидом во вторую воздушную петлю и третий столбик с одним накидом в нашу третью воздушную петлю. Соединяем, вяжем 2 воздушные петли. И таким образом мы провязываем до конца нашего ряда. Я дошла почти до конца нашего ряда. Мне осталось связать последних 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Соединяем и 2 воздушные петли. 1, 2. Делаем соединительную петлю. Вот, еще наш один ряд готов. Дальше мы будем вязать так. В наши арки, в первую арку мы будем вязать 5 столбиков с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли подъема и под арку провязываем 4 столбика с одним накидом. Раз, 2, 3, 4. Так как 5-м столбиком у нас будет являться воздушные петли подъема. В следующую арку мы будем вязать 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. В следующую арку мы будем вязать также 3 столбика с одним накидом. Чего страшного, исправим. 1,
2, 3. Мы провязали в 3 арки. 1, 2, 3. Первая арка у нас была 5 столбиков с одним накидом. Две другие арки у нас было по 3 столбика с одним накидом. В следующую арку мы будем вязать снова 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И так до конца у нас будет вязаться 5 столбиков с накидом под одну арку, потом 2 раза повторяться по 3 столбика с одним накидом и снова 5 столбиков с одним накидом, дальше 2 по 2 арки. Я дошла до конца нашего ряда. Он у нас заканчивается на 3 столбиках. Соединительная петля. Вот у нас получился вот такой вот элемент. Если потянуть за те арки, где у нас провязано по 5 столбиков, у нас получается шестигранник. Осталось провязать последний ряд. Последний ряд мы вяжем столбиками без накида в каждую петлю. Делаем одну воздушную петлю подъема. Только там, где у нас по 3 столбика, мы провязываем 3 петли. А там, где у нас по 5, мы на 3-м столбике будем провязывать по 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, 1, 2, второй столбик. У нас получается это 3-я петля, 3-й столбик. Значит, мы провязываем 1 столбик без накида и туда же провязываем второй столбик без накида. Дальше продолжаем опять. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида. Это мы провязали там, где у нас было 5 столбиков. Там, где у нас 3, мы просто провязываем также 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше у нас снова 3. 1, 2, 3. Теперь у нас 5 столбиков. Значит, провязываем 1, 2, 3. И сюда же еще 1 столбик без накида. И продолжаем. 4, 5. И так до конца. Я довязала до конца нашего ряда. Делаю последнюю соединительную петлю и закрываю ее. У нас получился вот такой вот шестигранник. Наш 3-й элемент. Ниточку хвостик я заправляю вот таким вот образом, чтобы она нам не мешала. И излишки я отрезаю. Вот.
наших элементов. Собирать свой тапок я буду на войлочную стельку. Она плотная и теплая. Предварительно я ее ввязала по краю столбиками без накида. По 2 столбика в каждое отверстие, которое я проделала шилом. И вот так она у меня теперь выглядит. Теперь мы будем собирать наши элементы. Мы к одному элементу, это у нас будет носок, сейчас будем прикреплять вот эти. Соединять я буду с простым столбиком без накида. Ориентиром у нас будут уголочки наших шестигранников. У нас уголочки, краешки как раз там, где мы провязывали по 2 столбика без накида в последнем ряду в одну петлю. Так, ввожу наш крючочек. Так вот. Связываю их, закрепляю. Потом ниточку я спрячу и провязываю нашу каждой нашей петли. Делаю соединение из столбика без накида. Можно нашу ниточку как раз вот эту вот спрятать в середочку, чтобы она у нас нигде не болталась. Так вот. Количество петель у них одинаково. Ну вот, почти спрятался мой хвостик. Вот я почти дошла до конца нашей стороны одной, как раз где вот у нас 2 столбика без накида, провязанных в одну петельку. Вот у нас выглядит вот так. Теперь беру наш третий элемент и прилаживаю его вот к этому. Также вот ориентируюсь на наши уголки, и нам надо его привязать вот так вот к нему. Теперь просто наш крючочек ввожу сюда и вот в этот вот во второй элемент. И продолжаю точно так же провязывать столбик без накида в каждой петельке, каждой петли.
я довязала почти до нашего края нашей стороны. Обрезаем нашу ниточку. Вот так. И вот так у нас будет выглядеть. Теперь, там, где у нас вот две стороны, мы пропускаем одну сторону и вторую. И будем соединять вот эту вот третью. Если посмотреть сбоку, вот на наш рисунок, мы, получается, одну сторону пропускаем, вторую сторону пропускаем и будем соединять третью сторону также от уголочка до уголочка. Также вводим в середину одной нашей детали и в середину нашей второй детали. Скрепляем нашу нитку. И точно так же ее ложим в середочку. Также ложим ее в середину, и она у нас спрячется, скроется и не будет нам мешать. И продолжаем точно так же соединять столбиками без накида. Я наше изделие вязала из двух ниток, а соединяю я всего лишь одной ниткой. Ну, вот наш хвостик спрятан. Он в середине. Эстетически аккуратно выглядит, и он нам не мешает. Я почти дошла до края нашей стороны, до нашего уголочка. Даже если вы вдруг на одну, допустим, перевязали, на одну больше, ничего страшного. На внешний вид это никак не повлияет. Закрепляем и смотрим. Вот так у нас должно получиться. Вот уже как бы верхняя часть нашего тапочка. Теперь берем нашу стелечку, нашу подошву. И вот когда будете соединять, внимательно посмотрите, чтобы у вас были все не с лицевой стороны, а то они внешне одинаковые, можно перепутать, что лицевая и изнанка, чтобы у нас они сверху были все одинаковые. Прилаживаем сверху на стелечку наше вязание. Там, где у нас была одна деталька, она у нас будет носком. А там, где у нас две соединены, вот так, это у нас будет пяточка. Я прикрепляю и делаю маячки с помощью булавки. Мне так удобно, чтобы видеть ориентир, куда я буду привязывать. Вот я закрепила носочек. Сейчас то же самое я сделаю с пяткой. Но вы можете этого не делать, кому как удобно. Так, оно у нас, когда мы будем привязывать, оно и по бокам примерно фиксирую, чтобы у меня был ориентир.
Вот так у нас зрительно ровно получилось. И теперь я буду также соединять столбиком без накида по всей нашей стельке. Ввожу крючочек. Точно так же закрепляю ниточку. И начинаю соединять. Также наш хвостик прячу в серединку, чтобы он у нас не болтался. Провязываю. Также столбиками без накида. Слегка подтягиваю изделие. Смотрю, чтобы у нас все равномерно ложилось. Одинаковое было натяжение. Может быть, где-то будет не совпадать не именно петля в петлю, может где-то будет через петлю перескакивать. Это тоже ничего страшного. На внешний вид это никак не влияет. Меточки из булавок мне помогают ориентироваться, насколько мне надо подтянуть или наоборот присборить верхнюю нашу детальку. Я дошла до нашей первой булавки. Ее можно убрать, она больше нам не нужна, не понадобится.
Ну вот, я уже почти дошла до носочка. Также продолжаю где-то подтягивать, где-то ослаблять. Провязываем наши столбики без накида. Ну вот, я уже дошла до нашей второй булавки, до моей второй булавки. Ее можно тоже теперь уже убрать. Вот у нас половина провязана. Видно, что у нас все хорошо сходится. И продолжаем дальше. Я дошла до нашей третьей булавочки, меточки. Я ее тоже снимаю, убираю. Тут у нас хвостик. У меня есть хвост. Также его прячу в серединку, чтобы он нам не мешал, не портил внешний вид. И точно так же продолжаю соединять.
Маленько местами бывает неудобно вязать, потому что стелька жесткая. Ну, вот я почти дошла до края. Осталось совсем чуть-чуть. Выбираю последнюю булавку. Здесь вот у меня хвостик. Необычно его по ходу залаживаю. А тут я его наоборот в противоположном направлении положу и также спрячу в серединку. А тот хвостик, который все-таки маленько торчит, я его постригу. Такие выбирать. И маленько еще сюда захожу для надежности. Буквально провяжу еще пару столбиков на пятки. Обрезаю нашу ниточку. И закрепляю. Так по рядам петельки продев крючок. Запрячу наш хвостик. И наша работа готова. А теперь смотрим, что у нас получилось. Вот такой вот домашний тапочек у нас вышел. Ноги я вам, к сожалению, показать не могу, поэтому я одену на руки и продемонстрирую. Выглядит это будет вот так вот. И как наш главный девиз, не ошибается тот, кто ничего не делает. Всего вам доброго!